Всем привет! Сегодня я покажу вам место, от которого почти у любого автолюбителя будет дергаться глаз и скорее всего задрожит сердце. Мы в Бруклине, в квартале, где между шиномонтажами, гаражами и автомойками живет настоящий дух улицы. Здесь каждая третья рука в масле, а каждая вторая держит ключ на 19. Но я не просто так сюда приехал, а для того, чтобы показать вам то место, где автомобили заканчивают свою жизнь. Место, где целые, живые, красивые машины получают приговор без возможности апелляции. По сути, это просто металлоприем, но с особым уклоном, потому что здесь ты видишь не какие-то ржавые ведра и остатки металла, а машины, на которых почти в любой другой стране мира ездили бы еще как минимум лет 10. Но здесь все иначе, и на это есть свои причины. Например, ремонт может обходиться дороже, чем купить такой же БУ автомобиль. Или просто страховая признала авто тоталом и выплатила владельцу всю сумму. Кто-то не хочет возиться с ремонтом, потому что особой выгоды от этого не будет, и проще ее сдать, не тратить время свое и потратить его на зарабатывание денег и купить новый автомобиль или пойти взять его в лизинг. Рынок подержанных авто здесь очень доступный, очень много выбора, поэтому практически никто не заморачивается. И сегодня мы посмотрим кладбище машин, которым не дали второго шанса. Готовы? Поехали! И вот вам сразу же классика BMW E39. Да, побита фара, помято крыло, но в целом кузов ровный. Посмотрите на эти диски. Они великолепны. Хотите себе такие? Я думаю, практически в любой другой реальности это был бы проект мечты под восстановление. Кто-то бы сделал для себя конфетку, еще очень долго и долго ездил. А здесь эвакуатор, шлагбаум и последняя остановка. Владелец получит за нее пару сотен долларов и все. История закончена. Через пару часов это будет просто металл по весу. А уже завтра, кто знает, может она будет тостером, кастрюлей или какой-нибудь опорой для забора. Кстати, я заранее писал в эту металлоприемку на почту, в соцсети, пытался получить официальное разрешение на съемку, но просто ноль реакции, меня заигнорировали везде. И сегодня я вот только пришел, достал камеру, успел вам показать BMW, и тут ко мне сразу же подходят и говорят: убирай камеру, тут нельзя снимать. У меня сразу возник вопрос: как вы думаете, почему в таких местах не любят лишние глаза? Металл ведь по идее всегда поступает легально или не всегда? Но на этом история не закончилась, и тут ко мне подходит мужик и говорит: слушай, тут бизнес моего брата, и ты снимай, никто не будет против, я постою с тобой. Я показал ему свой канал. Он говорит: круто, давай, снимай, показывай все. Но как только я поднимаю камеру, мы снова заходим, и я успел немного вот снять автомобилей. И сразу такой крик в рацию. Тон был, мягко говоря, не самым добрым, но вот чуть-чуть мы можем обсудить то, что я успел снять. Посмотрите на эту кучу, здесь нет каких-то убитых машин, которым уже 150 лет. Здесь автомобили возрастом, если судить по кузову, от 5 до 15 лет, ну максимум 20. Ниссаны, Тойоты, Мазды, вот Dodge Charger. Даже прямо при нас мы успели увидеть, как джипом играет погрузчик. Еще раз хочу сказать, для кого-то это привычно и понятно, но для нас, для людей, которые привыкли к другому восприятию и ценности автомобилей, это очень необычно. И вот, когда нас выгнали, сказали, что нам нельзя снимать, я уже пошел на выход, и тут увидел целую очередь из эвакуаторов. Машины стоят одна за другой в линию на вход в металлоприемку, чтобы сдать эти автомобили. И я подхожу, и вот Honda Pilot стоит на эвакуаторе в очень неплохом состоянии. И сзади еще прицеплен Jeep Liberty. И я решил подойти, я не понимаю, что с ним не так, кроме спущенного колеса вообще. Подхожу, смотрю, а там салон, музыка, вставлен ключ, и салон в хорошем состоянии. Сиденья не разорваны, нету чего-то очень плохого. Да, краска на двери чуть слезла, но можно помыть и продать за хорошие деньги, я думаю. Возможно, некоторые автомобили сюда поступают не совсем теми способами, которые
разрешены. Но об этом мы не можем говорить конкретно, потому что я ничего не знаю и откуда бы мне все это знать. Подробнее поснимать не получилось, но я обещаю, что если вам будет интересно, я постараюсь все-таки получить какое-то разрешение от них, снять весь процесс от и до. Будет интересно посмотреть, как они разделяют. Вообще, может быть, какие-то детали от автомобиля они отдельно снимают и сдают еще на разборке. Машина может быть целая, не ржавая, с ровным салоном и нормальной оптикой, но если стоимость ремонта даже пахнет дороже, чем та же модель на вторичке, все, ее путь предрешен. Тут не размышляют, стоит ли спасать, тут считают. И с цифрами, естественно, не поспоришь. Хотя, если вы, как и я, выросли в постсоветском пространстве, все это может выглядеть, мягко говоря, дико. Или я бы даже сказал, больно. Все логично, все по схеме, но душе от этого не легче. Особенно, если видишь, как абсолютно нормальный джип с чистым салоном уезжает превращаться в тостер. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, как вы ко всему этому относитесь. Берегите свои машины, не факт, что следующая будет лучше. Пока.